Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Джулри. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Вот, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, что творится у меня вот на столе. Посмотрите, вот все заложено украшениями. Это я тут... В общем, получилось как? У нас приезжали родственники на праздники, вот, потом мы болели, потом стало получше. Мы опять болели, потом было у дочки день рождения. В общем, и вот между вот этими вот всеми вот там болячками я что-то делала помаленьку. Вот. И вот оказалось, что так надела вполне себе много. Вот. Ну и тематика это все, знаете, там в ожидании весны и День Святого Валентина. Вот ни в жизни я не делала сердечки ко Дню Святого Валентина, ничего никогда. Но вот тут что-то захотелось, понимаете? Вот, видимо, все-таки жизнь торжествует, любовь торжествует. Короче, все такое вот у меня. Нежненькое, мимими и вот любовь и сердце. В общем, давайте сейчас я покажу, что я сделала. И еще сразу спойлер, в конце видео будут небольшие, как бы, такие зарисовочки, ну, как я что-то делала, вот, если мне казалось, что это, ну, интересно, может быть, кому-то посмотреть. Еще хотела сказать большое спасибо всем, кто комментировал мое видео, приветствие, всем, кто зашел, посмотрел, поздоровался, да, вот, всем большой привет, в общем. Так, ну что, смотрите, первое... комплект целый, представляете, вот целый комплект, 4 предмета. В общем, сделала я вот такой комплект это передот у меня тут зелененький, розовый, смотрите, розовый кварц и да, фиолетовенькое это стекло. В общем, это вот залила я смолой крошку камней. Вот видите. У меня есть такое подробное видео, как я делаю вот такие вот украшения. Я оставлю ссылку под видео. В общем, ну такой краткий это нужна смола, UV смола и каменная крошка, и, собственно, какие-то вот формочки. У меня, видите, это 25 миллиметров форма для броши, такая маленькая. И вот сделала я вот такую брошку. В общем, смотрите. Кстати, все началось с брошки в этот раз. Вот удивительно. У меня обычно все с сережек начинается. Вот, а тут из брошки. И вот, кстати, их прям оказалось очень удобно носить. Они вот как бы очень так много куда их можно прицепить, такие вот малютки. Ну, в общем, цветовая схема, видите, все, весна к нам приходит. Ну и потом вот сделала я колечко, колье и серьги. Смотрите, кольцо. Кольцо тоже по такому же принципу, вот эта формочка. И вот здесь я залила передот, а сюда розовый кварц, видите, был побольше камушек, и вот это стекло. Ну, правда, это кольцо не на мои руки. Мне она как бы большевато. Вот. Я его сделала спортивно интересно, но это не для себя, то есть надо искать ему хозяйку. Вот такое. Вот, потом, смотрите, сережечки. Сережечки это вот тоже вот такие основы. Видите, бронзовый с петелечкой. Вот, залила я сюда, сделала вот эти передотики. И сделала здесь вот такие хвостики, кисточки, серьги. Я, кстати, кисточки редко делала, оказывалось. Может, даже пару раз всего вот делала. И у меня самой даже и нету их. Я их, видимо, дала, подарила. Продала, уж не помню. Короче, видите, а это розовый кварц. Вот у меня была такая голтовка розового кварца. Вот она сюда пошла. А вот эти вот бусинки зелененькие, это стекло чешское. Вот. Но оно прям идеально подошло к этому передоту. Ну вот один цвет, да? Короче, вот такие вот хорошки получились у меня. Ну просто, вот знаете, вот я говорю, мне вот это очень-очень напоминает вот эту плакучую вишню мою. Вот эти нежные цветы, и там потом уже, когда она почти вот, ну, как бы цветет, да, вот, и там уже начинают листочки немножко проглядывать. Короче, говорю, вот весны уже охота мне. Но это, наверное, будет март у нас, когда она будет цвести, да. В общем, вот такие серьги. Вот они. И вот такое колье. Колье, смотрите, тут было как? Был кабошон. Вот, то есть я сделала вот этот кабошон сюда. Тоже передот розовый кварц, вот это стекло. И вот
вот сделала к нему вот такую кисточку. Видите, тоже точно такая же, только подлиннее, чем вот сережка. Вот так она. И я его не доделала. Вот я тут сейчас вот думаю, кстати, спрошу сейчас вашего мнения. Что вы думаете? В общем, приделала я бейл, смотрите, и взяла цепочку вот эту болчейн, да, и вот надела на нее несколько таких вот бусинок с широким горлышком. И, честно говоря, я вот как-то думаю просто его оставить на этой цепочке и сделать его не длинным. Вот. Потому что оно такое тоненькое, это украшение изящное. Мне кажется, если оно будет длинное, оно как-то вот потеряется там где-то в районе груди и живота. То есть, чтобы оно было как бы, ну, вот, немножко как чокером, чтобы так лежало, наверное. И вот тогда оно как раз будет хорошо смотреться, вот видно его будет. В общем, напишите, пожалуйста, что вы думаете, или вы думаете, лучше сюда какие-то бусы приделать, вот. Но говорю, само украшение, оно небольшое, вот я покажу его на руке, да, вот видите, оно... То есть оно как бы длинное, но оно очень такое тоненькое, изящное. То есть я даже не знаю, какие сюда бусики приделать. Вот. И надо ли их приделывать, честно говоря, или просто вот сделать бронзовую цепочку. Ну, в общем, напишите, пожалуйста, что вы думаете. Вообще напишите любую критику, пишите тоже. Ну и давайте рассмотрим следующее что-нибудь. Так, ну вот, следующее, смотрите. Следующее, это вот я сделала вот такие... сердце серьги. Это я взяла основу, залила туда смолу, залила вот это вот золотое, это стекло, и красное это гранат. Вот они двусторонние, эти сердца. С другой стороны то же самое проделала. Ну и вот швензу я такую сделала, гвоздики. В общем, тоже я вставлю небольшую эту видео, как я делала вот эти сердечки. Они, конечно, вес имеют, так-то эти основы очень легкие, но вот из-за смолы и вот этих всех камешков, ну да, вес имеет теперь. Ну, носить вполне себе можно. Я примеряла, не очень тяжело. Но и смотрятся они, кстати, эффектно. Вот это вот золото и блестящее, и матовое, и гранат. Гранат, конечно, эффектно смотрится с золотом, ничего не сказать. Ну и как я сказала, сейчас у меня тут тематика, это весна. Вот, и День Святого Валентина, поэтому сердца всякие разные тут будут, так что крепитесь. В общем, вот еще одни сережки, это уже в серебре, нержавейка и с гранатом. Гранат, конечно, эффектно смотрится не только в золоте, а еще и в серебре. Вообще, мне чем больше я вот с ним как-то работаю, тем больше он мне нравится. Красивый камень. Это вот тоже голтовка, крошка. И вот я ее приклеила на основу металлическую. Вот такие получились замечательные серьги. Вот эти, кстати, сердечки я показывала недавно в распаковке. Они вот совершенно прекрасные. Так они мне нравятся. Смотрятся очень они эффектно, необычные. Ну, такие, знаете, современные сердца, классные. Но урбанистические, да. Но они тяжелые, конечно. То есть вот эти серьги уже имеют вес. Хотя, конечно, на мой взгляд, получилось очень интересно. С другой стороны, просто металл. Еще одни такие сердечки. Это уже такие задумчивые сердце думает, влюбляться, не влюбляться. Вообще, что я об этом думаю. Вот такие вот, смотрите, это уже лазурит. В общем, лазурит и розовый кварц. Вот здесь вот у меня маленькие лазуритики, розовый кварц и стекло. Вот эти голубые, синие камни, это лазурит, бусинки, и фурнитура под серебро. Вот такая. Такие вот они получились, довольно длинные, интересные серьги. Смотрятся, кстати, тоже очень даже эффектно. Вот. Я знаю, многие лазурит любят с золотом сочетать, но мне кажется, в серебре он смотрится тоже очень и очень хорошо. Вот, и не планировала я делать никакое кольцо к ним, но вот что-то, знаете, захотелось. Так вот, раз села и сделала, смотрите, какое. Вот такое. Вот такое кольцо. Это у меня была проволока, мемори проволока, вот такого маленького диаметра. И вот я просто на нее нанизала бисер и бусины серенькие, это Fire Polish чешские. И вот лазурит.
И вот такое вот получилось у меня колечко 4-рядное, посмотрите. Ну, это был такой проба пера, но мне кажется, получилось неплохо вполне себе. По крайней мере, такая вот идея неплохая. То есть, конечно, там технические исполнения может быть всякое разное, другое. Вот. Но вот получилось неплохо. Вполне себе. И вот сейчас покажу просто как вот, что проволока, когда вы на нее все это нанизаете, она деформируется, видите? Она становится вот такая. В общем, да, вот такое вот у меня вышло кольцо. Оно и на более тонкий палец нормально, в принципе, будет. Вот видите, вот такое вышло оно. Интересно. Ну, мне, по крайней мере, было интересно это вот сделать, попробовать. Так, еще одни романтические серьги. Это вот такие. Смотрите. Это вот такие вот асимметричные швензы я брала. Нержавейки. И вот такие вот обнимающиеся пары. Вот покажу, сейчас попробую поближе. Видите? Это вот обнимаются люди. Они немножко двигаются. У меня, кстати, есть на них обзор где-то. По-моему, так и называется в заглавии видео обнимашки. Так что, если вот интересно, ссылка нужна, посмотрите, пожалуйста, найдите то видео. Такие вот обнимашки. И вот просто кристаллы. Это были кристаллы с дырочкой, такие вот подвесочки я сделала. Вот. Они, конечно, очень простенькие, но тоже смотрятся эффектно и так мило. Так, вот такие я сделала серьги. Это тоже швензы основы. Вот это блестящие, это были такие кабошоны. Я брала микс, маленькие, акриловые, очень красивые, с покрытием АБ. Вот такие розовые они были. И кристаллы такие, видите, дуохромные. Вот. Так, был на них я? Выкладывала это или нет? Нет, по-моему. Ну, в общем, и вот такие кристаллы, сердечки. В общем, вот такие малюсенькие серьги. Ну, конечно, яркие они. То есть, но они смотрятся гораздо заметнее, чем, скажем, вот эти длиннющие серьги. Просто из-за своей вот этой яркости, блескучести, вот такого контраста. Вот. И к ним я, смотрите, сделала вот такое кольцо. Так, кольцо вот такое. Это два разных кристалла получается, вот розовый и синий с покрытием АБ, и вот это вот коричневое такое, бронзовое это стекло. В общем, вот так оно получилось. Сейчас кольцо примеряю на палец. Тоже эти основы мне большеваты, и они никак не уменьшаются. Видите, здесь спаяно, поэтому их как бы подгибать, ну прям, ну очень сложно. Вот. Как бы можно, но вот эта средняя как бы часть, она не уменьшается, поэтому опять же нужно искать хозяйку этому кольцу будет. В общем, извиняюсь за руку-то, я обожгла тут. В общем, вот так вот оно смотрится. Так что, знаете, вот эти вот основы, просто вот скажу, вот эти основы для сережек, как бы, да, вот это, все, понимаете, для них продаются, вот сейчас покажу наглядно, вот продаются для них уже готовые кабошоны, да, то есть можно ничего не придумывать, просто купить кабошоны, туда вставить и дальше уже делать свою сережку. Тоже очень удобно и интересно, и вот этих маленьких кабошонов на Али огромное множество, то есть можно, опять же, кастомизировать свою вот эту швензу, вот. Тоже прекрасно вот можно сделать. А можно просто потратить какое-то количество времени при наличии смолы и лампы, можно сделать вот совершенно такие уникальные швензы, на мой взгляд. Ну, в общем, мне было очень интересно и весело делать все эти украшения. Я, вот знаете, с удовольствием просто вот посидела и поделала. У меня ребенок еще с удовольствием за всем за этим понаблюдал. Почему я вот, собственно, все вот это со смолой-то делала? Потому что это все равно побыстрее, чем делать какие-то, вышивать украшения. То есть сборка какая она не была сложная, мне кажется, все равно это быстрее, чем вот вышивка какая-то.
Ну, для меня, по крайней мере. Вот, и вот я, вот знаете, как бы села и раз, и сделала. Потом опять у меня еще был там часок, я еще села и сделала. То есть было очень приятно, а, закончить проект. Понимаете, особенно когда вот там буквально за 2 недели я сделала как бы несколько проектов, это было еще там втройне мне приятнее. В общем, такие вот были последние украшения, которые я сделала. Вот я довольна. Это, знаете, делала и сделанного видно. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу того, как лучше закончить вот это колье, стоит ли сделать вот цепочку, или думаете лучше бусики какие-то. И да, кому интересно, пожалуйста, смотрите видео дальше, потому что дальше я вставлю небольшие кусочки работы над вот этими сережками и вот кисточку, по-моему. Может быть, еще там что-то есть. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. И вдохновения вам, любви. С наступающей весной вас всех. До свидания.